Всем привет. Раз. Слышно, не слышно. По большому счету все равно ничего сделать не получится. Если буду усилять микрофон, то появится больше шумов, писков, скрипов, хрипов. Именно из-за этой причины прошлый выпуск и отменился автоматом. Ну да ладно. Начнем, как всегда, с самого начала. Проверим, как все работает. Привет, YouTube. YouTube работает. Привет, ВК Play. Play работает. Привет, ВК. ВК работает. А вот Boosty не работает. Ну да ладно. Сегодня будем без Boosty. Хотя в принципе скрипт как раз для Boosty и сделал. Но пользуюсь программой. А человек, который эту программу делает, все обещает с начала весны скорое обновление, с началом на лето, сейчас на июль. Июль заканчивается, скоро, наверное, будет на август обещать. Но его личная инициатива, его программа, поэтому ругать смысла нет. Человек это делает в первую очередь для себя, ну а мы уже
всем этим пользоваться. Итак, напоминаю всем, что задать свои вопросы, пожелания можно, перейдя по донатной ссылке. Там же можно в специальное поле вставить ссылку с YouTube. И тогда мы все посмотрим этот самый ролик. Единственное ограничение, два единственных ограничения, это ваша жадность, потому что простым мелким донатом не обойдешься. И ролик, который должен быть короче 10 минут. Как-то так. Если ролик короче 10 минут, если вы человек не жадный, то мы все это посмотрим, обсудим. Если же вы отправили свой ролик, например, когда стрим уже закончился, то мы его все равно посмотрим, но уже в следующем стриме я специально перейду и специально все заново его включу. Но это вроде как бы ерунда. Если вы хотите не постримить, а не ролик показать, то вон там наверху, нифига не видно. Попробую найти. ВК, WhatsApp, Viber, Телега. Ищем меня по номеру телефона, звоним через эти социальные сети. Лучше по WhatsApp. Телефон зазвенит, вот он рядышком лежит. Включая громкую связь, и вы что там захотите, то и, собственно, скажете. Собственно, как-то оно вот так. Серж поддержал на 150. Что там тренд? Как сам? Спасибо за 150. Сам хорошо. В отличие от тренда. Первые пару дней люди порадовались, смотрим новую социальную сеть. Красивая, новая. Новизна ушла, и остались суровые будни. Одно дело быть подписанным на человека в Инстаграме. Ну, в Инстаграме что ты видишь не человека, а видишь фотографии, которые он постит. А другое дело читать буковки. А человек, который постит, может быть, даже интересные фото, совсем не обязательно может писать интересный текст. Если бы, например, в Инстаграме сделали какую-нибудь галочку в настройках, то есть я запулил фотографию в Инстаграм, а она автоматом перешла в тренд, было бы прикольно. Я бы тогда в Инстаграм не заходил, а заходил бы в тренд и в самом начале нажал бы кнопочку подписаться на всех своих подписчиков, подписантов из Инстаграма. Но такого нет. Ну и, собственно, поэтому и все. Сейчас будет что-то там развиваться, что-то делаться. Но я смеха ради вернул обратно Твиттер на свой телефон.
ущербные приложения. Безумный робот был прикольней, но сейчас нельзя. Сейчас только через родное приложение. Ну а родное приложение иногда складывается такое впечатление, что одна либерота туда что-то пишет. Все чем-то недовольны. Не знаю. Я небольшой специалист по социальным сетям. Но Трендс копия Твиттер. Твиттер сам по себе свое уже обгулял. По крайней мере, среди российских земель. Хотя поначалу там довольно долгое время было интересно общаться. Сейчас, как такового, общения там уже нет. Все перешли в телегу. В телеге сделали сторисы. И Павлик Дуров заявил, что сторисы будут только в премиум подписке. И теперь я точно знаю, что премиум подписку я никогда не буду покупать. По крайней мере, пока там сторис. Потому что сторисы, шорты и прочее я не понимаю. Если ты хочешь что-то рассказать, что-то объяснить, о чем-то попросить, сними нормальное видео, сделай. Все по-нормальному. А не какой-то там жмых, вылезла, отсюда картинка выползла, отсюда яркая вспышка, тут еще чего. Не знаю. Может быть, это первые признаки надвигающейся старости, а может быть, просто я не понимаю этого. Тем временем мой АБС сообщает, что кодировка перегружена. Интересно, чем? Все как обычно, и раньше никогда ничего не было, а у вас, возможно, будут пропадать кадры. Ну а тем временем переходим к вопросам, которые вы задавали. Вопросы. Первым номером у нас идет главное событие прошедшего времени, а выпуск не выходил, поэтому получается уже за неделю. Собчак и Симоньян, которые с РТ, должны были убиты. Доблестными сотрудниками ФСБ были задержаны хулиганы, которые были задержаны с автоматами, кастетами, ножами, дубинками, которые следили за обоими дамами. Но что-то пошло не так. Всех задержали. А в интернете все начали смеяться. Я не знаю, кто там были эти хулиганы, кто-то пишет
много-много раз судимый подросток, кто-то пишет, развели, еще что-то. Помните, Telegram блокировал? Никто потом так и не сознался в том, что это была обычная рекламная кампания, которую Павлик Дуров провернул потом и в арабских странах. Точно так же. Сначала заблокировали, все туда полезли, и его разблокировали. И Павлик Дуров рассказал, что вот смотрите, как все здорово, как все интересно. А почему бы не сделать еще раз так? Сделали еще раз так и получилось. Сейчас он прыгает, довольный, пишет, смотрите, как у нас все. Вот вся вот эта ситуация похожа ровно на то же самое. Я не буду утверждать, что кто-то что-то делает, тому подобное, но похоже. Для чего были нужны эти убийства? Акт террора. Террор в переводе на русский язык — это ужас. Но давайте представим такую ситуацию. Сотрудники ФСБ проспали, и Ксюша Собчак с Маргаритой Симоньян ушли в лучший мир. Кого это испугало? Собчак посматриваю время от времени в телегу. Симоньян, а кто ее вообще смотрит? Ну, была помоложе, когда Скандилаки какую-то передачу вела, тогда смотрела. Сейчас мне уже неинтересно это смотреть. Да и несет она, если честно, мега-патриотичный бред. Все везде знает, все везде в курсе, все как всегда. Ну, турбинный патриот. Дизель завели, и вот, да, сейчас положено на эту тему пахать. Она на эту тему отрабатывает. Ну, Собчак. Ну, наверняка есть какие-то фанаты, поклонники, которые будут ее смотреть. Расстроиться? Ну да. Так они смотрели, а это теперь придется еще какой-нибудь бред поискать. Ну, в общем-то, мама поплачет, попереживает. Дадут обоим даму медаль за мужество посмертно. И все, будут вспоминать сначала раз в месяц, потом раз в год. А потом и вовсе перестанут вспоминать. Ну так, в каких-нибудь документальных передачах про ужасы террора украинской стороны. Но, на мой взгляд, это слишком все похоже на какую-то рекламную кампанию. Ну а тем временем компания Wildberries отреагировала на скандал. Ну, напомню, мы этот скандал обсуждали как-то здесь. У одной девицы в аккаунте Wildberries, откуда ни возьмись, появилась пара сотен заказов. Она заявила, что ничего этого не заказывала и отказалась их выкупать. По правилам Wildberries она должна заплатить штраф, не помню, около 100 тысяч рублей, плюс-минус с небольшим. И вот эта компания Wildberries отреагировала именно на этот скандал. По словам каких-то работников из этой компании, заказы может оформить только сам пользователь.
И если он этого не оформлял, то это никто не может оформить. Ну и, собственно, ждем дальнейшего разбирательства в суде. Потому что, если я правильно понял, у девицы, у которой появились эти самые заказы, может, денег нет, может, желаний нет. Ну, кто его знает. И поэтому, на всякий случай, тут нужно было бы сказать: никому не передавайте свои логины и пароли. Зашли в почту через браузер на своем компьютере, про почту почитали, вышли из почты. Не в смысле вкладку закрыть, а в смысле выйти. Зашли на Wildberries, пароли не сохраняем, помню все в голове, купили, посмотрели, вышли. Или сделали немножко проще. Посмотрели, где есть еще такой товар, который вам нужен. И если его продает, например, не Wildberries только он один, а какой-нибудь Озон, Газон, Фасон и прочие маркетплейсы, которых сейчас чуть больше одного и чуть меньше миллиона. И купили там. Просто в последнее время столько всякого бреда несется со стороны Wildberries, то ли правила одни, то ли это такое, то ли это сякое. Может быть, самым лучшим способом не влететь на штраф, который вы и только вы можете заработать, по мнению компании Wildberries, это просто не пользоваться компанией Wildberries. А между тем, Государственная Дума нашей Российской Федерации разрабатывает закон, который заставит всех пользователей подписки уведомлять о каждом списании денег. Ну, такими сервисами, например, я не пользуюсь. Но если кто-нибудь подпишется на Boosty, это может какие-нибудь такие косяки в сторону Boosty, если они не начнут дальше разрабатывать свою площадку. Площадка интересная, но просили, наверное, ну лично я где-то полгода назад, но некоторые год назад, может чуть меньше, просили сделайте в своей настройках Boosty небольшое поле, куда можно вписать, например, код из Яндекс.Метрики. Ну просто интересно, вот допустим, мне нужно, обратились, давайте мы сделаем рекламу вашего Boosty в телеге за 100 рублей. И, например, ВКонтакте тоже за 100 рублей. А у меня всего 100 рублей. То есть я могу, конечно, сделать и то, и другое, но а с кем потом дальше работать? Может быть, да, подписчик придет, когда он... Ну, год назад эту ссылку видел, случайно где-то нашел обратно старинную запись и прошел по ней. А я вот думал, что это не с контакта, а из телеги. И целый год оплачиваю рекламу в телеге, которая мне ничего не приносит. Ну, я к примеру говорю. А так это будет видно. Пришли оттуда, пришли отсюда. Искали по таким словам. Яндекс выдал то-то.
Все. Ну хорошо, да, они не работают только с россиян. Ну, сделай два боя. Для Яндекс Метрики, для Google Аналитика, например. Или выпроси у Яндекса деньги и перенаправляй на Яндекс Метрику на английском языке. И снимай какие-нибудь еще 2-3-минутные ролики, в которых будете рассказывать уже англоязычной публике о том, как хорошо работать на Бусти с подключенной английской версией Яндекс Метрики. Как-то оно вот так. Ну а Госдума тем временем предлагает сделать для электросамокатов, электровелосипедов и электроколес государственные номера. Ну, Госдума херней не занимается, они всегда чем-то полезным делают. Посмотрим, что из этого выйдет. Но фишка маленькая кроется в деталях. Пока они еще над этим работают, но государственные номера на средства передвижения должно выдавать государственная автоинспекция. И гаишники, по-простому говоря. И данный самокат будет использован, может быть использован только этим человеком, либо еще какую справку надо взять. Ну, моноколесо привяжут к конкретному пользователю. А не проще просто наглость запретить их нахрен совсем. Ввести нормальные правила для передвижения. Взрослый прыгнул на проезжую часть и едешь по правой стороне около мотоцикла по проезжей части. Пешеходные дорожки, они не называются пешеходными, потому что на них должны ходить пешеходы. И все. А если ты сопливый подросток, вот у тебя есть двор, в котором ты можешь кататься. Выехал, попал в руки доблестного сотрудника постовой службы, который по рации сообщил, что вот, едет подросток, без сопровождения взрослого, по улице такой. Подъехали гаишники, составили протокол, мамы штраф заплатили, самокат к батарее привязали, что ты больше штрафы в дом не выносил. Да, я помню, в Москве мэр Собянин сказал, что он не будет запрещать самокаты в городе Москве. И я знаю, почему он так сказал. Потому что куча каршеринговых компаний, которые дают электронные, вот эти электрические самокаты в прокат, приносят неплохую прибыль. Бюджет города Москвы. Запрещать вот эти самокаты — это отказываться от прибыли, отказываться от денег никто не хочет. Ну, собственно, и все на этом. Вы бы стали отказываться от халявных денег? И поэтому их никто не будет запрещать. Собственно, как-то оно вот так. Просили озвучить мое мнение по удару по удару по мосту в Крым.
Собственно, что я озвучить? Осуждаю, но лучше послушать украинцев. Что разгон на рубль, удар на копейку, ответ на миллион. Этот говорильный укусик по Крымскому мосту нам очень дорого обойдется. Я понимаю, что если бы там, блядь, целую секцию на полкилометра положили, тогда было бы за что отвечать. Но когда, блядь, какая-нибудь маленькая точечка где-то что-то там приложили, но все остальное работает, то, что мы сегодня ночью пережили, это ебейнейший пиздец. И все прекрасно понимают, что наши чинуши повывозили всех своих родственников, детей и сами успешно попрятались по бункерам. А ответочку гарантированно переживать нам. Вчера я всех предупреждал о том, что это произойдет, и читаю в комментариях, но это же было понятно, что так и будет. Так, блядь, сними видео и расскажи об этом всем. Хули ты у меня в комментариях пишешь о том, что ты не ебательский знаток. Что дальше? Дальше батоны не расслабляем. То, что было сегодня ночью, это то, что было у них в руках. Как говорится, в карманах лежало, что они выкинули сразу же. Пару дней точно батоны не расслабляем. Рекомендует не расслаблять батоны житель Одессы, которую ответный удар настиг, взрывают склады, порты и прочее. Тем временем хохлядская пропаганда объявила о том, что мы взорвали какой-то там собор в Одессе. Ну, я небольшой специалист, опять же, по ракетам, по целям для этих ракет и всему остальному прочему, но просто немножко погуглить, посмотреть, как взрывается Ланцет, как взрывается Калибр, почитать, сколько было запущено, сколько было поражено, сколько было сбито. И мне почему-то кажется, что если бы какой-нибудь Калибр, Ланцет и прочее, то, что вылетело из России, попало бы в этот самый собор, то от собора бы ничего не осталось. И разнесло бы его нахрен полностью весь. И опять, я не понимаю криков, визгов военного курятника. Ну ладно, хорошо. Допустим, это не украинское ПВО, как обычно, запустило туда ракету. Пускай на самом деле какая-нибудь российская ракета попала в Калибр. Восстанавливать это все равно нам, России. И чё? Вам что переживать? Ну, побомбят, покричите, повещите, подписчиков соберете, сборы давайте открываем на реконструкцию Одесского храма. И по всяким телеграм-каналам всяких православных своих братьев меньше запустите. Там службу проведут, свечки поставят и по-любому соберут на новый 15 iPhone. Скоро уже выход будет, пора деньги собирать. Ну, в смысле, на храм, разумеется. iPhone тут вообще нет ничего. Как-то оно вот так. Компания Apple ответила Великобритании, что если будет принят закон, позволяющий полицейским органам просматривать чужие iMessage и FaceTime, то данные сервисы просто-напросто будут отключены для всех пользователей в этой самой Великобритании. Но этот закон собирается быть принятым в Англии в связи с распространением детской порнографии. У компании Apple
свои мнения на этот счет. И ну, не знаю, как там статистика продаж, но, допустим, iPhone у меня есть старенький, Apple Pay не работает. Ну, хорошо, не работает. Если бы работал, было бы лучше. Но не работает. Но у меня на боку сумка, в этой сумке лежит iPhone, ну, когда я по улице хожу. И в этой же сумке, в этом другом, правда, кармашке лежит кошелек. Достал карточку, что надо, купил, и все. То есть никакой проблемы нету. А англичане просто будут отправлять обычные смс и звонить не по FaceTime, а по какому-нибудь, я не знаю, что у них там, Телега, WhatsApp, Viber и все остальное и прочее. Собственно, как-то оно вот так. Также с мест сообщают, что господина фельдмаршала Гиркина арестовали на пару месяцев. Кровавый Гребня шьет ему призывы к прочему всякому разному нехорошему. Ну, подождем сентября месяца и посмотрим, на какой срок. Там я не специалист, не юрист, но, по-моему, до 5 лет. Сейчас у него какой клуб? Рассерженных патриотов. Будет клуб опущенных патриотов. Патриоты, они везде нужны. Они работают хорошо. Поэтому, думаю, даже если и посадят Гиркина, не пропадет. Через годик, может через 2 бригадиры выбьется. Ну а тем временем переходим к киносериальной части. Да. То, что все черно-белое, кроме всяких рекламных объявлений, списка донатиков, картинок, буквок, это просто такой фильм. Сегодня вот с вами наболтаюсь, допью кофе и буду смотреть Оппенгеймера. Говорят, интересное кино. Посмотрю. А может быть, прогуляюсь и сигареткой отравлюсь. Ну, посмотрим. Ну, а тем временем сериал в импортном исполнении называется The Diplomat. В русском дипломат. Ну, сначала трейлер. Ambassador Catherine Weiler, Prime Minister Nicholas Trojan. Welcome. Sir, it's an honor to meet you. Honor to be met. Someone is luring a strike force into the Persian Gulf. The President sent you to stop a war before it starts. Not butter or crumpet. Welcome to London, Ambassador Weiler. Tell me how. I'm the ambassador's wife. My husband was ambassador for a long time. This will be an adjustment. You need to lean into the Cinderella thing. Not doing this the way you would. That's fine, just a little wrong. Not great.
I will rain hellfire upon them. It's not Iran. We should be looking at Russia and Saudi Arabia. Your intelligence is the best tool we have to de-escalate a situation that is spinning out of control. Here now. You don't work for the U.S. government. This is new to me. Both of you at the same time. I could use less of it. If everybody hates you now, it all stops. You hate me, still sitting on your bed. This just keeps getting better. You want my help? You don't want my help. I'm the smartest man you've ever met, biggest idiot in the world. Can't we admit that I am not the only problem? He is way over the line. If the house is on fire, you gotta tell me. The house is on fire. Run this place. Thanks to your intervention, I will. Look at psychotic! I would like to speak to the Secretary of State, please. Данный сериал начинается с того, что в английский крейсер прилетает ракета. Куча моряков ушла ко дну. Ну, крейсер погорел, перестал. 40 гробов повезли в Англию. Тем временем из Соединительных Штатов Америки собирается улетать семья дипломатов. Жена такая крутая решала, и муж известный на весь мир конфликтный дипломат. Ну, аналог Байдена, тоже такой дедушка-президент, отправляет жену послом в Англию, а мужа так, женой посла. И все бы вроде как бы оно и ничего. Но мы узнаем, что на данный пост ставят будущих вице-президентов. И просто посмотреть, справится, не справится, как оно там. И все тому подобное. И вот женщина, ну она привыкла в кроссовках по полям, по лугам скакать, а тут ее надо сюда на туфельках, сюда в платьишке. С этим договориться, с тем объясниться. Все это получается криво, косо. И смотреть интересно. Да, трейлер посмотрели, все какие там эпичные сцены в этом трейлере есть. Сначала думали на Иран. Иран сказал, что нет, это не мы, это русские. Попробовали ловить русских. Выяснилось, что это, да, русские, но это частная военная компания российская. А заказ был не из России. И как только узнали главный герой, что заказ был из Англии, сделал заказ премьер-министр Англии, первый сезон закончился. Не скажу, что это прям какой-то супер-пупер-гипер-мега интересный сериал. Допустим, Футураму новую я буду смотреть с большим удовольствием. Ну, к примеру, последний сезон «Миллиардеров», который в августе я буду ждать еще больше, чем второй сезон «Дипломатов», но в поисковой системе, которая ищет новые сериалы с выходом новых сезонов, я вбил дипломатки вернее, и мне хочется посмотреть, чем все это закончится. И надеюсь, что второй сезон все-таки выйдет. А то у них там придумали всякие забастовки, из-за которого ничего толкового в ближайшие пару лет
не снимется. Да, сериал интересный. Из-за его окончания, вот, кажется, как-то вот мы идем к концу, и все, вот он, конец, а смотрим следующий сезон. Вроде как бы показали то, что был, да, был взрыв, вроде как бы не погибли. Ну, кто его знает, одно дело нам показали, а другое дело, что оно было на самом деле. Сценарий. Но сериал, да, не мега драматичный, но мне понравился. Следующий сериал уже поинтереснее, но немножко про другую оперу. Трейлер. We do not know why we are here. We do not know who built the sun. And why we are underground. We only know the world outside our sanctuary is death. If you boil the pact down to one rule, it's do not see when I go outside. Or you will go outside. Don't you ever think about the world beyond Silo? What we see is not what's out there. Down in Mechanical, there's always someone with a theory about the silo. I need to find out. I found something that might have answers to a lot of questions. You have to stay quiet. And keep your head down. Are you willing to give everything you have for us? Clock like you're running. There's much time left. This is a threat to order in the silo. I don't care about order. What about finding out the truth? Some mysteries are best left unsolved. Сериал называется в родном языке «Сила», «Сило». В русском переводе «Бункер». Вроде как уже анонсировали следующий сезон. Не то, что будут снимать новых, подождем, посмотрим. Кратко по сюжету. Люди живут 150 лет в бетонной трубе. Не в смысле бетонная труба, а вот такая вертикальная труба, 140 с лишним этажей. Внизу механики, наверху управленцы, юридический отдел, который вроде как бы самое главное. И чем ты выше занимаешь пост, тем ты ближе к верху. Вроде как бы оно и так. На выход на улицу никого не отпускают. Ну, в плане зашел, вышел. Ты можешь громко сказать при свидетелях: я хочу выйти. Тебе помоют, погреют, выдадут скафандр, попросят протереть линзу на видеокамере, которая снимает, что там все плохо. Все отказываются, выходят на улицу, протирают эту линзу и падают в главном кафетерии этого бункера
большой экран, который, смотрите, вот это тут валяется, это чуть подальше валяется. Никто даже до дерева не дошел. Все дома. Есть семья шерифа местного, у которого жена сказала: дружище, я хочу выйти. Если там все на самом деле хорошо, я просто встану и уйду. И протирать не буду. Ну а если все плохо, я тоже умру. И, соответственно, тоже протирать не буду. Но если там все хорошо, я протру. И жена протирает линзу, и все видят, что вокруг, да, все там стало ярче, цветнее, и все равно она помирает. Ее супруг терпел, терпение закончилось, и через 3 года прошло, и он, все, я пошел искать жену, я хочу выйти. Одел скафандр, и все, ну это там выход, это прям такое событие, народные гуляния, все в кафе, все смотрят на экран. Вышел, все увидели то, что протер экранчик на камеру, подошел к жене и вроде как бы умер. И по традиции он должен написать записку в плане: я шериф, назначаю на свое место кого-нибудь, вот этого, например. И назначил он в своей записке на должность шерифа, механика, самого убийства, девицу одну. Она сначала отказалась, потом согласилась, начала вести расследование, почему там какой-то человек, ее знакомый, который вроде как бы покончил жизнь самоубийством, ну, вроде как бы и не совсем самоубийством. Все думали, главный во всем этом бункере судья, а выяснилось, что совсем не судья. Думали, что главный мэр, а мэр вообще далеко не самый главный. Ну и в итоге в последней серии главная героиня выходит наружу, видит, что таких бункеров еще пару сотен вокруг. Но внутри все видят, как она вроде как бы умерла, но вроде как бы совсем не умерла. То есть все совсем не так. Да, все замудрено, все. Но это интересно смотреть. Да, было много уже обзоров про этот сезон. Кто-то хвалил, кто-то ругал. Но сезон мне понравился. Первый, по крайней мере. Будем смотреть дальше. Ну а собственно все. Почти час с вами проболтали. Как добавлять свои вопросы к повестке следующего стрима, я в самом начале рассказывал. Ну а тем временем все. Конец. Увидимся через 4 дня. Как-то оно вот так. Все. Всем пока.